Мастер боевых искусств Хван Ин-сик родился 13 сентября 1940 года. Он корейский актер и преподаватель хапкидо. Хван родился в Сангхане, к северу от Пхеньяна, на территории нынешней Северной Кореи, и его семья переехала в Сеул, когда он был маленьким ребенком. Именно там он познакомился с боевыми искусствами сначала с тансудо, а затем в 13 лет с хапкидо. Хапкидо в переводе с корейского – это способ объединения энергии. Это боевое искусство, созданное в Южной Корее, которое включает в себя многие элементы айкидо, тхэквондо и тангсундо. Боевой поединок хапкидо очень быстрый, жесткий и наиболее эффективный в уличной драке. Здесь используется принцип гарантированного поражения. Обычно используются 2-3 приема в комбинации, каждый из них может закончиться нокаутом, переломом или болевым шоком. Основой хапкидо являются приемы борьбы, болевые приемы и броски, которые очень эффективны и впечатляющие в ближнем бою и самообороне. Большое внимание уделяется воздействию на анатомические болевые точки, чтобы максимально быстро нейтрализовать противника. Хапкидо, в отличие от айкидо, содержит обширный раздел техники ног, применяемый как в обороне, так и в атаке. Атака в хапкидо имеет приоритет над защитой, болевые захваты и заломы проводятся резко, с целью сломать сустав. Броски проводятся коротко и быстро, что позволяет успешно вести бой с несколькими противниками, переключаясь с одного на другого. Хван получил свой черный пояс в 16 лет и вскоре после этого был отправлен в Корейскую ассоциацию хапкидо, возглавляемую Джи Хан Дже. В то время Хван был особенно известен своими отличными способностями к ударам ногами и разнообразными прыжками. В конце концов, в 1976 году Корейская ассоциация хапкидо присвоила ему черный пояс 7-го дана и назначила его главным инструктором в штаб-квартире ассоциации. Вскоре Хван стал известен как влиятельный и знаменитый преподаватель боевых искусств, и многие мечтали стать его учениками. Однажды гонконгский кинорежиссер Хуан Фэн привез Сэма Хунга и Джеки Чана, а также Анжелу Ма с другими актерами в Сеул для съемок в 1972 году. Нужно было вписаться в сцену действия в Гонконге, и поэтому эти звезды готовились к съемкам около 4 месяцев в Корейской ассоциации хапкидо под руководством Хвана и руководителя ассоциации. Многие из впечатляющих техник ударов ногами, которые сегодня можно увидеть в гонконгском кино, являются результатом межкультурного влияния того времени. Впечатленный практиками хапкидо Хуан пригласил Хвана и его наставника в Гонконг, чтобы разработать идею фильма, вдохновленную опытом режиссера в Корее. В результате на свет появился фильм «Хапкидо», известный за рубежом под английским названием «Леди Кунг-фу». В фильме они играют мастера хапкидо и его лучшего ученика, которые обучают группу китайских учеников. В последующих фильмах, таких как «Кулак единорога», Хван и его наставник играли разные роли. Хван продолжал сниматься и в других фильмах, и первый этап его карьеры завершился после смерти Брюса Ли, с которым он вел переговоры об участии в «Игре смерти». Хван также ненадолго появился в «Пути дракона» в роли японского каратиста. Вернувшись в Корею в течение следующих нескольких лет, он снялся в серии корейских фильмов о боевых искусствах. Затем Хван эмигрировал в Канаду, и после того, как навсегда ушел из кино, открыл собственную школу в городе Торонто. Когда Джеки Чан приобрел известность в гонконгском кино, он убедил Хвана уйти на пенсию и снять фильм «Молодой мастер», в котором есть небольшая сцена драки между Чаном и Хваном в ее первоначальном виде. Он также снялся в фильме «Повелитель драконов», в котором играет злодея, противостоящего Джеки Чану. Хван также научил Джеки Чана некоторым приемам и ударам, которыми тот активно пользовался в своих фильмах. Работа Хвана в гонконгском кино в конечном итоге помогла продвинуть хапкидо как в Китае, так и в Корее. На данный момент Хван на пенсии и не снимается в фильмах, но тот вклад, который он внес в боевой кинематограф, просто огромен.